Несмотря на то, что во многом индустрии корейской и японской поп-музыки довольно похожи, вроде бы и те же группы с большим количеством участников, тот же фан-сервис и строгие правила, ограничивающие жизнь артистов-айдолов, J-pop все же имеет свои отличительные особенности, и одна из них – это разнообразие концептов. Кей-поп в этом плане гораздо более скромен. Безусловно, на южнокорейской сцене тоже есть весьма необычные и интересные группы, но до степени безумия концептов японских групп им, мягко говоря, очень далеко. Всем привет, вы на канале Брауни, и в этом видео я расскажу вам о J-pop группах с самыми странными и безумными концептами, которые только можно себе представить. И я уверена, многие из них вас по-настоящему удивят и, возможно, даже шокируют. Ну что ж, поехали! Будучи поклонниками кей-поп, мы с вами уже привыкли к тому, что группы из больших компаний с большим бюджетом задали довольно высокую планку, из-за чего дебюты групп, у которых было $100 и мечта, уже стали редкостью, ведь даже самые маленькие агентства стараются вложиться по максимуму, чтобы выдержать высокую конкуренцию и показать свою группу с лучшей стороны. Но что, если я скажу вам, что в 2014 году, в разгар экономического кризиса в Японии, на J-pop-сцене дебютировала группа не просто с маленьким, а с отрицательным бюджетом. The Margarines были группой из 9 участниц, чей совокупный долг составлял 127 миллионов йен, и чьей миссией было избавиться от этого долга. Участницы группы были отобраны через прослушивание, в котором приняли участие более 500 претенденток, но в отличие от обычных прослушиваний, на которых в первую очередь оцениваются навыки пения и танцев, главным фактором этого отбора было наличие большого долга и возраст от 18 до 35 лет. В окончательный состав группы вошли 9 девушек, среди которых была иностранная участница из Германии Мари Краузе. Самый большой долг в примерно $915 тысяч был у Нами Нисиды из-за банкротства ее родителей. Долги остальных участниц варьировались от $4,5 до $64 тысяч, и в основном это были долги по кредитам на обучение, но встречались и другие случаи. Например, Юа Киносита накопила внушительный долг, потратив кучу денег на поездки в парки развлечений и походы в салоны красоты, а Нацуме Ватанабе была обманута мошенниками на 8 миллионов йен. Так уж вышло, что наличием стабильного дохода, который позволил бы им выбраться из финансовой ямы, девушки похвастаться не могли, поэтому им пришлось рискнуть и пойти на это прослушивание, даже не имея навыков, необходимых для работы айдола. А мы с вами знаем, что работа в индустрии развлечений, как и большинство других творческих профессий, не отличаются стабильностью, и никто не даст вам гарантию, что вы станете популярным и сможете хорошо заработать, а не потратите свое время впустую. Но среди творческих профессий есть и гораздо более стабильные варианты с потенциально высоким доходом. И если вы давно мечтали о чем-то подобном, я могу порекомендовать вам курс «Графический дизайнер» от Яндекс.Практикума, благодаря которому вы сможете освоить действительно востребованную и при этом интересную профессию с нуля всего за 9 месяцев. Графические дизайнеры сейчас нужны везде. Они создают все, от дизайна сайтов и соцсетей до мерча, упаковок и обложек для видео на YouTube. За 9 месяцев обучения вы получите навыки в верстке, типографике, создании мерча, работы с такими необходимыми инструментами, как Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, а также научитесь, как анализировать аудиторию, где искать идеи и как грамотно презентовать свой проект. Во время обучения ваши работы проверят эксперты и подскажут, что у вас получается хорошо, а что нужно развивать. Еще у вас будет задачник Figma с упражнениями, которые помогут дополнительно потренироваться. Кроме этого, после обучения карьерный центр поможет вам составить резюме, а также поддержит в поиске работы и подготовке к собеседованиям. И самое главное, вы можете уже сейчас начать проходить бесплатную часть курса «Графический дизайнер», и если вы поймете, что это вам подходит, и вы хотите развиваться в этом направлении, вы сможете выбрать формат курса и продолжить обучение. Поэтому не теряйте время и скорее переходите по QR-коду на экране или ссылке в описании, чтобы попробовать себя в роли графического дизайнера. Вернемся к нашим маргаринкам. Даже такое странное название было дано группе неспроста. Как маргарин не является настоящим маслом, так и девушки не являлись настоящими артистками, ведь они толком не умели ни петь, ни танцевать. На словах задумка казалась хорошей, девушки становятся айдолами, зарабатывают своими выступлениями и избавляются от долгов. Кроме того, у Margarines даже не было типичных для айдолов ограничений, например, таких как запрет на свидание.
Но, к сожалению, все оказалось не так-то просто. Дебютный сингл группы продался тиражом всего в 2000 копий. А их второй релиз оказался еще менее удачным. Со временем, когда группа стала приносить убытки, маркетинговый подход к ней стал издевательским. Их продюсер приходил на прямые трансляции девушек, где заставлял их раздеваться и даже применял к ним физическую агрессию, пинал их и давал им пощечины ради забавы и просмотров. Отказаться девушки не могли. У тебя нет денег, значит, делай то, что тебе говорят. За эти унизительные трансляции участницам не платили, поэтому они стали искать подработку в других местах, ведь их долги никуда не делись. В 2015 году лейбл решил изменить концепт группы на комедийный и переименовал ее в Gekkidan Margarines, но и это не помогло. В 2016 году группу ждал неминуемый распад. Однако отпускать девушек просто так продюсеры не захотели и заставили их прослушаться для своего другого проекта с еще более рискованным концептом «Ebisu Muscats». Участницы этого проекта в основном были моделями и актрисами журналов и фильмов для взрослых и должны были производить соответствующий контент. Некоторые из участниц Margarines присоединились к этому проекту, который был весьма популярен и просуществовал вплоть до 2022 года. Следующий коллектив, пожалуй, самый забавный и миловидный в моем списке. Он называется West Japan Hamburg Girl Zeta. Да, это западно-японские девушки-гамбургеры Zeta. Западными их назвали, потому что продюсер группы Синтара Ябу, как оказалось, является председателем Ассоциации гамбургеров Западной Японии. Примечательно то, что северных, восточных или южных девушек-гамбургеров не существует. Весь концепт этой группы, созданной в 2013 году, как вы уже поняли, вращается вокруг гамбургеров. Девушки одеваются в костюмы гамбургеров и поют песни о любви к ним. Каждая из 15 участниц группы отвечает за определенный ингредиент, например, говядина, салат, яйцо, помидор, рыба и так далее. Как вам такой концепт? Лично мне уже захотелось заказать себе гамбургер с 2 сочными котлетами. Вы, как и многие другие фанаты кей-поп, устали от дебютирующих подростков? Хотите видеть на сцене айдолов постарше? Тогда следующая группа для вас. На джей-поп-сцене немало групп с названиями типа AKB48 или NGT48, чьи названия связаны с регионом, в котором базируется группа. Например, для AKB48 это район Акихабара в Токио. Существует группа с похожим названием, но с совершенно другим концептом. Вашему вниманию KBG84. Буква K в их названии также отсылает к небольшому островку Кахама на Окинаве, но вот 84 здесь – это средний возраст участниц, и чтобы присоединиться к группе, вам должно быть не менее 80 лет. Проект был запущен после того, как певец Кикуо Цучида заметил местную самодеятельную вокальную группу из бабушек, решил отвезти их в Токио и раскрутить. Тогда у проекта появилось название и слоган «Ближе к небесам». Возможно, для вас это звучит немного грустно, но сами бабушки относятся к своему возрасту позитивно и не стесняются признавать, что находятся на закате своих лет. На Окинаве вы не считаетесь бабушкой, пока вам не исполнится 80, поэтому женщины в возрасте 60-70 лет пока еще являются трейни. Успех к уникальной группе пришел около 10 лет назад, и на тот момент самой старшей участницей KBG84 было целых 97 лет. На мой взгляд, это просто потрясающе и заслуживает большого уважения. А сам факт существования такой группы доказывает, что для исполнения мечты никогда не бывает поздно. Если предыдущая группа построила свой концепт вокруг возраста участниц, то следующая – вокруг их телосложения. Chubiness – группа, созданная в 2013 году под крылом небезызвестного лейбла Avex, концепт которой заключался в том, что все ее участницы были пухленькими девушками.
Из 3500 претенденток путем прослушивания было выбрано всего 10 участниц, которые выступали под девизом «Пухленькие, будьте счастливы». Целью группы было посредством своего творчества помочь людям принять и полюбить свое тело таким, какое оно есть, и показать на своем собственном примере, что, несмотря на очень строгие японские стандарты красоты, все еще можно быть пухленьким, но при этом счастливым. Группа выпускала альбомы с такими потрясающими названиями, как «Страна пухлых чудес», но, к сожалению, все же распалась в 2019 году. Честно говоря, на мой взгляд, пухлыми этих девушек можно назвать с натяжкой, и разве что исключительно по азиатским стандартам. Во всяком случае, когда я начинала смотреть их клипы, я ожидала увидеть на экране гораздо более объемных людей. Помимо того, что как в кей-поп, так и в джей-поп индустрии айдолы должны быть молодыми и худыми, они должны быть еще и свободными и создавать иллюзию доступности для своих поклонников. В этом заключается одно из ее основных отличий от западной музыкальной индустрии. Запрет на отношения, во всяком случае публичные, прописывается в контрактах у большинства развлекательных агентств. Наличие второй половинки или тем более семьи у айдола крайне не приветствуется. И даже на слухи об отношениях айдолов фанаты реагируют очень негативно. Следующая группа, Kiyoshi Ryujin 25, перевернула эту идею в корне, ведь она состоит из певца Рюдзина Киоси и нескольких девушек, которые якобы являются его женами, и все носят его фамилию – Киоси. Группа дебютировала в 2014 году, и надо сказать, что за время ее существования Рюдзин сменил немало жен. В 2017 году группа распадалась, но в 2024 году на свой 35-й день рождения Киоси вернулся на сцену с 4 новыми женами. Клипы данного коллектива в основном строятся на том, что девушки всячески восхваляют и обслуживают, видимо, совсем беспомощного в быту Рюдзина, пока он наслаждается жизнью. Кормят его, моют, носят как хрустальную вазу и все такое. Концепт, конечно, сомнительный, но группа стала довольно популярной и смогла набрать крепкую фан-базу, к удивлению даже самого Киоси, который не рассчитывал, что проект просуществует дольше 1 года. Скажите честно, вы бы смогли быть поклонником айдола из группы с подобным концептом? Если вы увлекаетесь азиатской культурой и музыкой, вы наверняка знакомы с такой популярной японской группой, как Baby Metal. И жанром каваи-метал, в котором они работают. Музыка этой группы сочетает в себе джей-поп и тяжелый металл, а сами девушки танцуют на сцене, что характерно для айдол-групп, и выглядят как представительницы стиля готик-лолита или персонажи из аниме. Baby Metal невероятно успешны, они выпускали совместные работы со многими известными рок-группами и музыкантами и собирали крупнейшие мировые площадки. Но Baby Metal далеко не единственная группа, работающая в жанре каваи-метал. В 2013 году была основана группа Lady Baby, в состав которой вошли 2 начинающие фотомодели и певицы и бородатый австралийский рестлер в образе 5-летней девочки по имени Ричард Магари, более известный под псевдонимом Lady Bird. Их клип, выпущенный в 2015 году, стал вирусным на Ютубе, набрав 1 000 000 просмотров всего за 2 дня. В 2016 году Леди Бирд, а затем одна из участниц, Рэй, покинули группу, после чего ее состав неоднократно менялся. Леди Борода же после ухода из Леди Бэйби объединился с моделью, бодибилдершей и рестлершей Рейкой Сайки и одним из гитаристов, игравших с Baby Metal, для создания группы Deadlift Lolita в 2017 году. Затем работал сольно, а в 2021 году организовал еще один проект с японскими певицами под названием Baby Bird.
Эти 6 групп с необычными концептами зацепили меня больше всего. Но я точно знаю, что японская сцена богата на различную дичь. И если вам интересна такая тематика, напишите об этом в комментариях. Продолжать мне делать ролики про J-Pop или нет. Ну и, конечно же, расскажите, какая из этих 6 групп вам понравилась больше всего или больше всего удивила. Может быть, вас даже кто-нибудь заинтересовал и вы захотели узнать об этой группе побольше. Я буду ждать от вас обратной связи. Напоминаю вам про мой телеграм-канал, я приглашаю вас присоединиться к нему. Обязательно поставьте лайк под этим роликом, если он вам понравился. Ну и прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока.